Всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. Сегодня у нас будет репортаж с большого фестиваля Игрокон, который проходит в Москве, вернее, прямо сразу за МКАДом у Москвы. И это фестиваль настольных игр и настольных развлечений и различных настольных увлечений. Мы сюда приехали в субботу, пятница, все-таки у нас у всех с ребятами рабочий день. Со мной сегодня вместе Максим и Женька, и мы снимаем это видео для вас. А еще мы здесь, есть прямо вот тут, на больших всяких баннерах. Ребята, мы расскажем вам обо всем самом интересном, что было в этот день. Если вам не удалось его посетить, вы узнаете все, что было. А если вам удалось его посетить, может быть, увидите то, что пропустили. Поехали. Сразу на входе вас ждет огромная игротека. Просто огромная игротечная зона. Там я даже понять не могу, что это там такое. Какой-то мерч. Не знаю, что это. Наверху есть кафешечка. Здесь, в принципе, два зала. Первый зал — это вот этот вот, второй зал вон тот. Первый зал — это такой больше издательский и про игры. Второй зал — это там комиксы, всякий мерч и так далее. Мы пройдемся по обоим залам. Я думаю, на игротечной части мы сильно останавливаться не будем. Это именно игротечная часть Хобби Волда. Здесь играют целую кучу игр. Мы обязательно дойдем сейчас до двух стендиков, где показывают прям новинки. И покажем вам крестоносцев и еще что-нибудь. А здесь у нас зона гигантских игр. Вот у нас гигантский Каркасон. Это такая гордость Хобби Волда, который переезжал с одного мероприятия на другое. Там дальше огромные кубопрыги. И вот эта прикольная штука, там вот раскраска для кого хочешь. Еще вот там вот нейросетевые арты, переделы фотографий. Мы сейчас обязательно сделаем все фоточки. Макса сделаем котиком, кошечкой. Женьку сделаем еще кем-нибудь, и меня тоже. Это под парадокс сделано. Пойдемте посмотрим, как это происходит. Вот такие вот у нас получились прикольненькие картинки. Мне кажется, Макс вышел лучше всех вообще. Себе точно. Огонь. Такая кошечка. И вот сейчас хороший пример как раз того, о том, что я говорил. Когда стенды сделаны классно, с душой, с антуражем, это дает гораздо больше представления и привлекательности к игре. Вот здесь вот у нас есть и фон, который красиво сделан, и черная книга сама лежит, там вот сено, где там веретено стоит и так далее. Короче, это прикольно, когда стенды оформляют в стиле игры для того, чтобы к игре привлечь больше внимания. На мой взгляд, прям кайф. И это, конечно же, черная книга. Это у нас есть обзор на канале.
Ну и второй прикольный стенд, это стенд с изнанкой. Еще один очередной флагман Хобби Волда, которые сделали ее сами. Игра с потрясающим оформлением, на мой взгляд. Обзор также у нас есть на канале. Люди здесь вот в нее играют, и, как я понимаю, у нее сегодня презентация, потому что на Игроконе вроде как ее можно купить. Я подтвержу это немножко позже, если это будет так. Но пока как бы, блин, очень красивенько, и мы обязательно сфоткаемся вот на таких штуках. Да, сама игра как бы... Вот ее можно посмотреть здесь, людям объясняют. Звезда в этот раз здесь со сборными моделями. Целая куча различных миниатюр, которые можно... Ну, не как миниатюр. Модели именно конкретно, которые можно собрать, склеить. Я в детстве, помню, собирал такие сам. Танки от звезды у меня были. Еще есть огромные, типа, пиратские корабли «Черная жемчужина». И вот там стоит мечта каждого сборщика моделей. Звездный разрушитель. У звезды, кстати, он был реально очень-очень крутой. А еще там я на стендике вижу Азул Дуэль. Мы добрались до зоны настольных ролевых игр. Это отдельный вид настольных увлечений, где мастер будет вести вас по своим фантазиям или по пригенеренным приключениям. Там прямо сейчас играют в различные игры типа Pathfinder или Зова Ктулху. И мы сейчас поговорим с никому неизвестным Денисом. Он стоит вон там, я прямо к нему сейчас прибегу. Пойдемте быстрее за мной. Здравствуйте, Денис. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Здесь происходит секция настольных ролевых игр от Hobby World. И сейчас 12 столов, которые... Уже 13. Пришлось добавить еще один стол, потому что... Счастливый 13-й. Счастливый 13-й стол. И самое главное, что все они уже заняты. Во что играют люди больше всего? Зов Ктулху, пробуют Fate Forge, потому что это относительно новая вещь. Здесь же есть Shadowrun, Starfinder, насколько я помню, ДНД, куда без нее. И... Что-то, по-моему, еще, но я забыл. Но, в общем, в основном вот это. Насколько длительные приключения здесь, которые играют? По 2 часа. То есть здесь прямо вот сел 2 часа, 4 человека здесь и погнали, да? Довольно структурировано. Оно, конечно, очень сильно зависит от партии и от мастера, поэтому есть мастера, которые умудрились отводить больше игр. Но вообще, из соображений гуманизма, да, одна игра, 2 часа, и, соответственно, мастер в день проводит 3 игры. И вот смотри, если бы сейчас вот пришел бы какой-нибудь новичок сюда и сказал бы, посадите меня в какую-нибудь игру поиграть, что бы ты ему порекомендовал? По крайней мере, какую систему? Я бы спросил его, что ему больше нравится. Если ему больше нравятся детективы, викторианская вот эта вся красота и, собственно говоря, больше саспенс всякий разный, то, конечно, Ктулху. Если хочется попробовать прям необычного, я бы ему порекомендовал, конечно, Киберпанк с эльфами, это Shadowrun. Ну, а для классического фэнтези есть Fate Forge и Pathfinder. Спасибо, Дэн. Дэн. Еще космо-фэнтези со Старфайндером тоже можно попробовать. Одно фэнтези кругом. Спасибо, Денис. Да, пожалуйста. Рад тебя видеть. Аналогично. Мое прошлое меня не отпускает, и, конечно же, я не могу не зайти на стендик с варгеймами. Здесь целая куча всего. Смотрите, какой Воинхаус заходит, посмотрите на него. Опасный человек. Здесь представлены варгеймы, абсолютно различные. Есть и Battletech, и Warmachine, и Warcry, я видел, вроде что-то еще есть. Целая куча варгеймов, можно поиграть, посмотреть, как все это происходит. И даже где-то рядом здесь есть зона для покраса. Поэтому, если вам интересно было познакомиться с варгеймами, но до этого не было возможности, отличный план прийти сюда, и вам проведут обучающую партию. Блин, Игрокон реально позволяет вам познакомиться практически со всеми видами настольных увлечений, которые только есть. Посмотрите, мы уже показали вам настольные игры. И даже далеко не все.
показали вам ролевые настольные игры. Сейчас уже вот до варгеймов дошли. Там были миниатюры, модели для склейки и так далее. Короче, куча всего для нашего хобби. Но это мы только пока в первом зале. А там еще будет второй зал с различными комиксами и так далее. Туда тоже дойдем. Ну и продолжая говорить о варгеймах, можно отметить интересную тенденцию. Наши разработчики тоже начали и авторы делать свои варгеймы. Например, вот у нас здесь, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений, я из города Уфа. Мы с моим товарищем как раз-таки приехали презентовать проект «Воевода», вот, который разрабатываем уже около 2 лет. И сейчас, наконец-то, подошли мы уже к финальной его стадии и планируем в ближайший месяц выйти на краудфандинговую площадку Crowd Republic. Проект готовый, мы уже заявлялись на Warforge, презентовали его, у нас есть свое сообщество, плотное комьюнити, мы с ним взаимодействуем, различные ивенты проводим. И осенью планируем уже выпустить все это в свет. Скажи, пожалуйста, она для двух игроков, правильно? Она на данный момент она на 2, но мы перед, получается, выездом уже с ребятами попробовали оттестить режим 2 на 2. Очень классно играется, нас прям это даже еще сильнее зацепило. То есть мы будем полировать и этот механизм, этот режим игры 2 на 2. То есть, в принципе, в него можно играть на этом же поле. В чем основная механика игры? Игра у нас напоминает очень сильно для всех, кто играл в Герой Меча и Магии, особенно в Герой Меча и Магии 3-ю часть, именно режим вот этот вот сражений. Прям очень сильно напоминает. У нас даже есть некоторые механики, там боевой дух, удача, все это дело. Мы создаем базовый отряд. Вообще, в принципе, немножко про сеттинг. Сеттинг – это альтернативное представление фольклоров, славянской какой-то мифологии, древнегреческие, какие-то самобытные фольклоры, сказки, мифология. И мы это как-то пытались все перенести в свой мир. У нас свой писатель пишет лор об этом всем деле, у нас свой материк, континент. И на этом континенте развиваются различные события. И сражение на поле битвы как раз-таки олицетворяет это все. То есть взаимодействие между фракциями. Альтернативная Русь, Русима, допустим, сражается с альтернативными какими-то там существами из Древней Греции. Мы набираем стартовый отряд на 50 монет. И в процессе игры можно докупать этот отряд. Есть резерв на 25 монет. Что-то, какие-то сооружения можно строить, разыгрывать карты. То есть это варгейм с элементами колодостроя, но мы его называем кухонный варгейм, так как он достаточно доступного формата. То есть вот такого формата будет у нас игровое поле. Это прототип, просто мы его для образца представили здесь. То есть он поместится на любом рабочем кухонном столе. Вот это у нас миниатюры на игровом поле, которые представлены в виде карточек со своими характеристиками. И места силы, которые можно захватывать, какие-то бонусы получать в процессе. И, соответственно, это своя колода усилений, карточки, которые можно разыгрывать в процессе игры. Как долго идет партия? Партия в среднем 40-80 минут. Все в зависимости от того, как настроен человек, наверное. Можно играть там условно от обороны и не допускать того, чтобы воеводу вашего разбили и дотянуть до 5-го раунда. Либо, наоборот, пойти сразу в бой, пытаться там набрать больше победных очков и разнести оппонента там в тыл, в спину. У нас много механик различных, к примеру, на миниатюры у нас на специальных подставках, это есть фронтовая и тыловая часть. Существа могут атаковать и давать сдачи. Если бьют вас в тыл, ваша миниатюра, она не атакует в ответку, если, наоборот, во фронт. Ну, логично, да. Да. То есть много всяких механик, с которыми можно взаимодействовать. У нас реиграбельность за счет 4 составляющих. Это поле, с которым можно плотно контактировать. Это места силы, которые захватываешь, они каждый раз разные. Это существа и сами карты усиления, которые мы разыгрываем. Сколько у вас сейчас фракций? На данный момент у нас 4 игровых фракции уже введены, отполированы, и 1 нейтральная. На пути у нас выходит Кощей, армия мертвых, некроман. Тоже уже вот это как первый доп будет в нашей игре. Понятно. Спасибо большое, Жень. Спасибо большое. Будем следить за вашим проектом. Спасибо. Конечно же, ни одно мероприятие по настольным играм, где есть варгеймы, не обходится без покрасочной. Это очень важная часть хобби, потому что, кроме того, что вы собираете миниатюрки и играете в игру, большая часть удовольствия приходит от того, что вы эти фигурки покрасили. И вот смотрите, здесь учат людей покрасу. А можно вас на секундочку отвлечь? Вы до этого красили когда-нибудь миниатюры? Да. Да? Да. Вспоминаю, как это было, потому что я много лет уже этого не делал. Понятно. Выбрали себе Space Marine, да? Примарис, к сожалению. Понятно. Вот смотри, можно выбрать себе фигурку и покрасить ее. Кайф. Красочки дают, все дают.
Это, между прочим, Дамир Хуснадинов, автор отечественных настольных игр. Дамир, расскажи, какие игры ты уже сделал? Назови хоть одну, я как раз хотел сказать. Это были индейцы, Нет, которые, ну как это... это был «Первый контакт». первый контакт. Вот смотри, я Молодец, отгадал. молодец. Да-да-да. А расскажи, что у тебя в этот раз на Игроконе и почему ты здесь? Ну, я здесь, потому что мы в авторской зоне, а я, как ты сам сказал, я автор. Я делаю игры, привез 3 игры, все они прошли предварительный отбор. Вот, показываю одну игру хардкорную, одну для широкого круга и один пати-гейм. Вот. А где они? Вот покажи пальцем. Ну вот сейчас я беру здесь важную бумажку. Ага. Да, вот, кстати, она. Так, И иду за выделенный мне стол, там я буду 2 часа демонстрировать. пойдем посмотрим. Итак, пока Дамир там раскладывает свою игру, давайте я вам расскажу, где мы находимся. Мы находимся в очень важной части Игрокона. И она не окружена никакими баннерами, не окружена никакими стеночками и красивыми картинками по одной простой причине. В этой зоне авторы показывают свои настольные игры. И Hobby World в этом раз проводит также еще и конкурс среди авторов. Их оценивают профессиональные жюри, и даже будет большой денежный приз за первое место. Здесь же авторы показывают свои игры. Здесь мы можем вот увидеть, там, например, Сергей Притула, там, да, он стоит, там вот Юрий Ямщиков, целая куча различных авторов. Многие из них известные, многие менее известные, но тем не менее вполне возможно они станут известными после того, как покажут игры здесь. Ребята притащили прототипы, они в разной степени готовности. А вот мы с Дамиром договорились, что нам покажут более-менее готовые. Здесь у ребят также более-менее готовы. Давай спросим. Ребят, скажите, пожалуйста, как называется ваша игра и о чем она? Наша игра называется «Чертоги Лапласа». Это у нас идет арена с выживанием до одного человека. То есть небольшим изменением терраформинга, изменением, в принципе, правил каких-то небольших. Ну и, собственно, если даже ты и умер, то шанс еще выжить у тебя имеется. Если ты убьешь соперника своего еще раз. Игра для 2 игроков, да? Игра от 2 до 4 у нас. До 4 даже. До 4. Прикольно, спасибо большое. Итак, а здесь у нас Сергей Ховяков, и он покажет игру. Как называется игра? Шахта Эрмино называется. Почему она так называется? Потому что там были поставлены рекорды по добыче угля. Ну, самые большие рекорды в те времена. И поэтому она посвящена. Ребята, кстати, из Донецка приехали к нам сюда, показывают игру. Ну давай, расскажи вкратце, о чем игра и что в ней надо делать. Игра про шахтеров и про добычу угля. Что надо сделать? Надо поднять свою вагонетку. Вы будете играть за шахтера определенного цвета. И определенного цвета вагонетку вам надо будет поднять выше всех. Ну, либо выше всех, либо вообще на гора. То есть подать уголь. Вагонетку можно будет перемещать с помощью карт действий, которые будут разыграны. Там в самый верх, в самый низ поменять, переместить синюю на желтую. То есть она такая конфликтная, жоподжигательная игра немножко. Вот, да, и иногда бывает, что последние ходы ты просто был наверху, тебя раз вниз опустили, поменяли, но ты все равно еще можешь последним ходом успеть вытянуться наверх. И в конце раунда тот, кто выше поднялся, получает вот такой вот настоящий уголь в виде победного очка. Да, это лакированный уголь с Донбасса вот приехал. Прикольно. И происходит подсчет очков, кто выше поднялся, тот получает больше угля, кто ниже, тот меньше. Происходит пару раундов, и в конце вскрываемся, показываем, кто за кого играл. Ну, в целом, вот так за 2 минуты, если рассказать, кто больше добыл угля, тот молодец, стахановец. Не, ну ты в принципе хорошо рассказал, спасибо большое. И вам спасибо. Рад, что здесь вообще довелось поучаствовать, попасть даже в 100 и показать игру на большую публику и побывать на таком большом мероприятии. Спасибо. Да, ребята здесь не просто так сюда попадают, они уже прошли определенный отбор, чтобы попасть сюда и показывать здесь свои игры и претендовать на тот же самый приз. Так что если у вас есть своя игра, на следующем Игроконе, я думаю, можете тоже попробовать поучаствовать в таком конкурсе. С нами Алена Миронова, она ответит на самый главный вопрос. Ален, самый главный вопрос, почему у тебя 2 бэджика? Потому что я человек в 2 лицах. В блогерском и в журительном лице. Я вот в такой не пошел. Сложно? Сложно вообще, на самом деле. Разножанровые очень проекты. И игры цивилизации 4X, я не шучу. Филлеры и пати-геймы. И нужно каждому расставить оценку вне зависимости от категории общей. Алена, если что, входит в состав жюри те, которые оценивают игры, которые представили авторы здесь. Ты немножечко оценишь, как происходит работа в Geek Media Wars, наверное, в этом плане. Возможно, да, схожий опыт какой-то получаю, но на самом деле у меня уже такой, типа, после начального отбора идут финальные судейства, и я участвую в нем. То есть передо мной уже люди какие-то поработали, уже отобрали какие-то сливки. То есть у нас по факту самые сильные
сильные проекты, по мнению авторов, девелоперов и так далее, и издателей. Давай так по секрету. Пока это видео выйдет, скорее всего, в понедельник только. За кого ты болеешь? Мне на самом За деле какую игру? очень-очень понравилась игра Бубаки. Это пати-гейм. Несмотря на то, что здесь огромное количество разного сложного было, он зацепил своей идеей. Там нужно составлять имена монстрам, которых вы составили. В общем, это очень смешно, поверь. Когда ты с каждым человеком стыкуешься, у тебя щупа и у него щупа, и вы просто придумали это имя из оставшихся слогов, это просто невероятные эмоции. А где эта игра, где ее посмотреть? Длинноволосый парень из Питера, все, что я помню, ее делал. Как зовут, к сожалению. Играла в игру, а запомнила парня. Да нет. Спасибо большое, Алена, рад тебя видеть очень. Я тоже, как всегда. Пока-пока. И мы все-таки вернулись к Дамиру, дошли до него обратно. Дамир, привет снова. Прошло 2 дня, пока мы ходили здесь по разным авторам. Да, это Дамир успел даже нарисовать игру за это время. Расскажи, пожалуйста, о чем у тебя игра? Я вижу здесь бабочки, тигры, панды и капибара. Это одна из колод просто. Значит, смотри, игра называется «Порядочные засланцы». Игроки у нас, они в одной команде. Собственно, играют за засланцев, агентов галактической цивилизации, которые хотят захватить Землю. И они такие, типа, авангардный шпионский отряд, которые уже внедрились, уже научились выглядеть как люди. Вон вот этот парень, он уже выглядит как человек, но еще логику не до конца понимает людей. Это что-то как «Первый контакт»? Как «Орбит. Первый контакт», да? Не совсем, не совсем, просто тема, может, немножко созвучная. Вот, и им нужно будет сойти за людей, как бы, не выдав себя. Мы вот будем брать какие-то карточки, вот в данном случае с животными, у нас колода животных лежит, и по какому-то признаку их ранжировать. Вот на первом уровне от 1 до 5. И после того, как мы их ранжировали, мы их отдаем соседу слева и пытаемся выложить последовательность, не нарушая порядка. Поэтому порядочные. Ну, да. Вот. Ну и за каждую ошибочку в нас начинают видеть, что-то подозревать люди, что мы, наверное, пришельцы. Можно покажу? Да, конечно. Да, выглядим мы сначала вот так вот. Когда мы совершаем ошибку, мы начинаем казаться подозрительными уже людям. Вот, все зеленеем, немножко зеленеем. Ну и когда в финале уже теряем последнюю жизнь, нас раскрывают. И становится очевидно, что мы, наверное, не люди. Этого надо стараться не допустить. Игра кооперативная, да, все мы тут в одной команде работаем. Спасибо большое, Дамир. Я смотрю вот на твои игры и понимаю, что ты последовательность, видимо, где-то нарушил, и я начал подозревать тебе рептилоида все-таки. Потому что у тебя все игры про инопланетян. Ну, где-то прочитался, но где? Где-то, видимо, под кроссовком. Спасибо большое. Рад был тебя видеть. Взаимно. Итак, а еще игра Bad Gateway от Бориса Соколовского. Вот как раз с нами Борис. Борис, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, немножечко, вот прямо в 2 минутах о своей игре. Это полностью кооперативный тактический монстр-слэшер, где мы рубим толпы монстров в одной команде, и мы играем за заключенных, которые добывают кристаллы из убитых монстров. Покажи монстров. Монстрятник здесь обширный. Все монстры разные, но у них простой алгоритм поведения, что позволяет контролировать на поле до 24 разных монстров одновременно. Жесть. То, что я назвал монстр-слэшер, противоположность босс-батлеру, где у вас есть один папик, но сложный. Здесь они складываются довольно быстро, но их очень много. Ну, в принципе, герои складываются также довольно быстро, поэтому нужно осторожничать. Вы же запускались на Крауд Репаблик, по-моему, да? Нет. Нет? Я 6 лет занимаюсь разработкой. Вообще я художник изначально. Это у меня хобби-проект. И вот я и все отрисовал, и продумал, и последние несколько лет занимаюсь уже именно вниканием в геймдизайн, оптимизации и упрощения. Вы сюда пришли, чтобы игру показать и найти издателя, или просто чтобы показать и, может быть, найти деньги на то, чтобы сдавать ее самим? В идеале было бы найти издателя, потому что я вообще всем проектом в одиночку занимаюсь, и уже довольно тяжко. То есть хотелось бы поручить ответственным людям дальнейшее продвижение. Где людям, простым смертным, может попробовать в твою игру? Вообще я из Ростова-на-Дону, там мы можем сыграть вживую, а сейчас готов модуль в Tabletop симуляторе, можно играть онлайн.
Ну, ребят, если вас заинтересовала игра, где вы в виде фэнтезийных заключенных месите целые толпы монстров, которые спрут на вас с разных сторон, попробуйте в Tabletop Simulator или езжайте в Ростов-на-Дону. Спасибо большое. Спасибо. И мы добрались до очень важной части, соответственно, Игрокона. Это аллея маленьких издателей. Не менее важная часть, по-моему, чем авторская игротека. Здесь вот у нас выставлено сразу несколько игр. И мы сейчас давайте пройдемся по ним прямо постепенно. Например, вот это вот. Ребят, как называется ваша игра? Чандара. О чем она? Она о событиях из жизни, о достижении цели, о том, какие эмоции люди переживают, про пообщаться, поговорить, раскрыться, поделиться опытом жизненным. А вы уже поиграли немножечко, да? Как у вас впечатление? Это очень интересно. Мы даже поплакать успели. А что здесь, делать надо? Здесь нужно двигаться к своей цели, события, эмоции. В общем, все здорово. Короче, разыгрываем карточки и двигаемся к цели. Да. Понятно. Хорошо, спасибо большое, ребят. Пойдемте дальше посмотрим, что у нас еще есть. Футбольный чемпионат. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножечко про свою игру. Здравствуйте, это моя игра, я автор. Сделал сам, издал сам. Ну, по факту это футбольная стратегия, больше похожа на футбольный менеджер. Вот, игра достаточно простая. Ребята могут подтвердить, да, ребят? Вот, но азартная и интересная. То есть здесь вы именно менеджер футбола, здесь сама футбольная часть, забивание голов в игре представлены достаточно абстрактно, да? Я правильно понимаю? Вам надо собрать крутую команду. Да, крутую команду, выиграть чемпионат и воздействовать на результат путем своих ресурсов, то есть там игроков, воспитанников академии, тренерских умений. Понятно, спасибо большое. А расскажите, пожалуйста, немножко про свою игру. Привет. 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 Это медиаторики. Это не просто игра, это вселенная героев. В жанре музыкальной рок-фэнтези, первая в своем роде. Значит, гитарные медиаторы ожили и сами стали играть на гитарах. Сломали шаблоны, значит, уронили систему. И в итоге такой есть аудиосериал музыкальный для всех возрастов. И есть такая настольная игра «Медиаторики. Стань рок-звездой». Вот сейчас ребята играют, становятся рок-звездами. Нужно набрать разные прикиды, рок-артефакты, гитары, винилы, микрофоны, сразиться со страшной попсой, победить ее, конечно же, устроить рок-баттл на гитарах и, конечно же, всех обыграть. Вот такими вот медиаториками они ходят и, в общем-то, достигая своих целей, становятся рок-звездой. Записывают хитяры, ходят по радио, на интервью, на реп-базы. Реп-база, кстати, называется «Трынь-брынь». Все как в реальном мире, в реальной действительности. Не забывая про магазин нерваных струн, музыкальную школу Нестроевича и гастрольный тур Рубилова-Месилова. Медиаторики. И вот такие, в общем-то, медиаторики с нами теперь в нашей жизни присутствуют. Спасибо большое. С юморком сделана игра. Макс, кстати, смотри, у них есть еще и комиксы про медиаториков. Ты должен оценить. Ребят, привет. Расскажите, пожалуйста, про свою игру немножечко. Называется Cargo Cube. Cargo Cube. Это абстрактная стратегия, пошаговая, без элементов случайности. Катаем кубики к себе на базу. Можно играть вдвоем, можно играть вчетвером, можно играть даже в восьмером. Какая-то она огромная прямо. Ну, это огромный вариант такой, вот с 4-сантиметровыми кубиками. Есть поменьше коробочка, она уже покомпактнее, такая походный вариант. Понятно, спасибо большое. Девушку зовут Вероника, она хихикает и нам немножко расскажет про свою игру. Это же ты автор игры, правильно? Расскажи немножко, что это такое. Это стратегическая настольная игра, направленная на развитие мышления у детей школьного и дошкольного возраста. Вот. Здесь надо искать папу? Да, надо проложить путь от того старта до папы. А почему он потерялся? А он ушел за сладкой ватой по лору игры. Что? За сладкой ватой ушел по лору игры. Спасибо большое. Итак, мы добрались немножечко до стенда фабрики игр.
Мне очень понравилось, мы уже здесь прошли, посмотрели. У них, во-первых, там вот новинки, которые только будут представлены, мы до туда обязательно дойдем, покажем их. Там прям целый столик с анонсами будущего, это прикольно. Во-вторых, как бы, ну, магазин, как у всех, это стандартная тема. Показаны новые игры, то есть, например, вот здесь вот прямо Мистическая долина. Там он котики Киото, там он канделябрия где-то, наверняка можно где-нибудь поиграть поколение. Я даже вижу бухт торговцев. А еще вон там ребята играют в озвучку, я не понимаю, почему это происходит так тихо. А еще, ну, в первую очередь на этот стенд мы пришли показать игру отечественного автора, и подойдем к нему. Это вот этот вот человек, зовут его Дмитрий Богданов. Он сейчас, когда отвлечется... Здравствуй, Димочка. Здорово, Герец. Мы пришли... Ань, привет. Посмотрите, Абабани здесь, смотрите. Мы отвлечем вас автора ненадолго, извините, пожалуйста. Димка представляет здесь свою настольную игру «Пенумбра». Она уже здесь в таком финальном печатном варианте, да? Мы сегодня уже получили с типографии, из тиража первую копию на проверку. Так ну что и как она? Мы ее еще не видели. Еще не видели? Мы ее только получили, еще не распаковывали. Понятно. Димка... Это предпечатный образец пока лежит, уже из типографии, но предпечатный, еще не совсем финальный. Димка, расскажи, пожалуйста, немножко о том, что это за игра, и о том, как к ней относятся вот люди, которые пробуют. Держи. Ага. Это игра про обучение в школе магии. Если вам нравится вот тематика всякая, там, знаете, полетов на метле и всякого такого, да, то вам, скорее всего, это зайдет. Игра сложная, комплексная евро на пару часов по длительности. Если вы любите камбушечки, крутить картоночки, говорить «смотри, как я могу», комбинировать разные эффекты. В ней вы будете учиться в школе чародейства и волшебства, отечественный, получать заклинания, зелья, фамильяров, питомцев все призывать и сталкиваться с суровыми испытаниями. Например, там Василиска победить в какой-нибудь тайной комнате. Обзор, кстати, есть у нас на канале, делали достаточно подробный. Димка, расскажи, как она людям здесь? Вот здесь я вижу 2 стола, типа раз-два. Оба люди играют в Пенумбру. Это, видимо, уже не первые партии. Вчера, пятница, мертвый день, да, на игроконе. У хоббиков никого, а у нас здесь люди играли. Вот, так что хорошо относится. Вот мы с утра, я как пришел, в принципе, мы здесь не вставали. Вот я и еще Татьяна, гейммастер, мы вот целый день здесь сейчас демочки ведем. Получается хорошо. Мы сделали чуть-чуть упрощенную демо-версию, убрали более сложные карты, для того, чтобы люди с ума не сошли на игроконе. Ну вот где-то за часочек, там часочек с копейками можно демку отыграть. Отличный план. Спасибо большое, Дим. Удачи тебе и твоей игре. Ждем ее коробочку с автографом. Спасибо. Давай спросим Аньку. Аня, расскажи, пожалуйста, немножко, как тебе игра? Мы только начали играть, поэтому я толком ничего не могу рассказать про нее. Слушай, ну меня эта игра достаточно давно заинтересовала, я даже вписалась в ее предзаказ, но до сих пор его не дождалась, поэтому вот сейчас я его здесь решила попробовать. Но мне нравится вот это комбо-вомбо с кубиками всегда проводить, поэтому на первое впечатление интересно, а сейчас пробуем, пока не могу сказать. По одному ходу только сделали. Ладно, мы попробуем тебя выловить после партии, мне будет очень интересно твое мнение. Спасибо большое. Спасибо, ребят. Ну и вот как раз тот столик, о котором я говорил, который обычно нашей классической аудитории, гикам интереснее всего. Здесь как раз лежат новинки, которые только будут. Вон убитая почему-то немножко коробка «Власти тьмы», Rebirth, который анонсировали только на этой неделе, и Misfit Heroes, кстати, вот ее можно посмотреть. Вот ее даже обзора пока у нас на канале не было. Вот такие вот прикольные там карточки различные. Кайфово. Небольшой кусочек Эссена в Москве. Оказалось, что у «Звезды» есть не только стенд, где можно приобрести всякие игры, но здесь, смотрите, есть огромная зона, где люди занимаются моделизмом. Здесь вот люди даже могут поиграть в какие-то игры от «Звезды» и пособирать минки, ну, вернее, модели. Давайте посмотрим.
Вот такие вот танчики, например. У него башня даже крутится. Интересно, где Константин Комаров, я бы очень хотел бы с ним пообщаться. Здесь прям много танчиков разных, прикольно выдают попробовать. Классно. Итак, а теперь мы на стенде Crowd Games, и со мной Сереж Сенцов, мой старый друг. Привет. Серег, привет. Расскажи, пожалуйста, что у вас здесь новенького, с чем вы приехали, чего вы показываете, и как вам вообще игрокон? Игрокон вообще отлично, народу очень много, это всегда прям большой праздник, когда огромное количество людей, прям супер-пупер, мега, приходите, это прям незабываемое совершенно впечатление. У нас из прям вот нового-нового мы привезли, маршрут построен, мы его уже показывали. Подойдем к нему, коробочки сюда вот. Это наша разработка, это Flip and Ride с очень интересной системой взаимодействия, вот, который сделал Филипп Иванов. Он здесь тоже где-то ходит, и его можно даже поймать и даже автограф получить. Еще из новых вещей, пойдем посмотрим, еще вот у нас там... Погодите секундочку, а к ней вы еще анонсировали дополнение про Ктулху. Это же к этой игре, правильно я понимаю? Да, будет отдельная история. Мы еще, я не знаю, как насчет тут вот мы анонсировали, не анонсировали, но да, оно будет. Вот, то есть будет еще отдельная линейка по Лавкрафту. Там будет не Ктулху, там будет Архам, и еще будет Инсмут. Вот, Круто. И будет еще, наверное, еще потом чего-нибудь еще. Надеюсь очень. Вот. Вот заповедник я как раз очень хотел попробовать, поэтому сейчас ты сможешь про него рассказать. Заповедник, значит, это еще одна игра в линейке простых игр, близко вот к каскаде, к гармонии и так далее. Мы ровно точно так же играемся про животных, ровно точно так же каждый строит свой заповедник. Здесь интересно то, что у вас есть два источника компонентов. Здесь есть тайлики, есть кубики, да, и у вас есть ваш, который никто ничего не сделает с ним, то есть вы сами там распределяете, что, как у вас пойдет, в какой момент. И есть общие, которые ездят туда-сюда. То есть вот это система драфта. То есть вы взяли отсюда, сняли чего-то, передали дальше. Снять можно либо жетон, либо кубик. Соответственно, один снимаем отсюда, один снимаем отсюда. Сопоставляем, и дальше игра очень быстрая, в отличие от Каскади и Гармонии, она играет сильно быстрее, здесь всего 15 ходов, вот, и можно прям, если вы уже наиграли, то можно прям за 15-20 минут прям отлично партию катнуть, если все прям вот быстренько... То есть она быстрая за счет того, что вы раздрафтили, а потом ходы одновременные, когда вы решаете, что куда положить, правильно я понимаю? Ну да, нет, вы драфтите и сразу делаете, то есть это не драфт, а потом ходы, а драфт и сразу ход, то есть вы подрафтили, выложили, передали, подрафтили, выложили, передали. Вот, но все равно, она довольно быстрая, то есть за 15-20 минут вообще легко можно партию сыграть. Ну еще у вас Аркс, я смотрю, здесь лежит, который сейчас на предзаказе. Аркс на предзаказе, да, это, собственно говоря, господи, все, я уже поплыл. Амбассадор этой игры, да, Роман, вот, который ходит и всем рассказывает про Аркс, вот, собственно говоря, это последняя игра Колы Верля. Вот, наверное, даже, я не знаю, наверное, Матвей что-нибудь про нее. Можешь что-нибудь рассказать прям? Да, я могу. В целом, эта игра, по сути, такой итог всей работы Верля за все его время работы. Он все закончил, просто больше не будет? В плане того, что среди всех идей, которые он использовал в Корнях, в Обете, в Джон Компани, в Пакс Памир, он вложил в эту игру самые лучшие из этих идей, создав что-то уникально новое. То есть и ориентировался он еще на «Сумерки Империи», его любимая игра, и он хотел сделать то же самое, как «Сумерки Империи», только за меньшее время. Таким образом он добился лучшей динамики, и здесь можно сыграть за 2 часа, получив невероятное количество эмоций от процесса. Поэтому я считаю, что вот эта игра, она достойна вашего внимания в любом случае. Понятно, спасибо большое. Ну что, пожелаем вам удачи здесь, хороших продаж, хороших показов, чтобы люди обращали внимание. Стенд Crowd Games. Да, прямо вот здесь, вот там еще сверху у вас единственный висит, не единственный, еще хоббик есть, но вот там большая табличка, да. Свет хороший. Вот. Спасибо, Серега, большое, рад был тебя видеть. Взаимно. Давайте, да. Заходите к нам. Спасибо. А еще смотрите, здесь Андрей Тайлер, The Station. Здравствуйте, здравствуйте. Как тебе игрокончик? Да я только зашел фактически. Ищу пока знакомых всех. А нашел нас, прикольно. Очень приятно. Давно не виделись с лета, фактически, но рад повидаться тоже. Не с лета, с осени. Когда вот был этот фестиваль. Вот. Мне почему-то казалось, что летом такая хорошая погода была еще. Так что, надеюсь, следующий фестиваль тоже. Да. Так, смотри, ты мне скажи такой момент. Вы окончательно перебрались в Москву? Да. Где вы территориально?
Где Сокольники? В районе Сокольников. Это, в принципе, недалеко от нас, поэтому ждем вас в гости теперь. Поиграть на столочке. Ну, поиграть на столочке, может быть, что-то постримить, да или, в принципе, просто, знаешь, там, скажем так, попить напитков, которые по цвету как чай. Питерский чай. Да, кстати. Ты должен помнить. Я знаю эту мем. тему, да. Я знаю тему. Как старый вархаммерист должен помнить этот мем. Те, кто помнит этот мем, напишите в комментариях, кто знает о том, что это, да. Проверка на возраст и увлечение. Да. Кто Андрюх, рад тебя видеть, да. Все, хорошо вам Да. работы. Я пошел отдыхать. Давай. Комитет и крестоносцы — это две новинки от Хобби Волда, которые представлены на Игроконе. Вот здесь показывают комитет, вот там лежат крестоносцы. Сейчас мы их поподробнее поснимаем, а еще поговорим с Юрой Журавлевым. Ребята, извините, пожалуйста, я отвлеку вас человека. Привет. Привет, Юр. Привет. Юр, расскажи, пожалуйста, за 2 минутки, о чем игра комитета, что это такое? Ох ты, мать. Подошел-то вовремя как раз. Я знаю, куда подойти. Вообще. Слушай, комитет — это кооперативная игра в сеттинге альтернативной СССР времен Холодной войны. Мы играем за комитетовцев. Это некая такая организация, которая работает с аномалиями, которые в Советском Союзе почему-то распространились. И мы в кооперативе, в очень жестком кооперативе, в сценариях разных, прокачивая наших персонажей, пытаемся разобраться, а что это такое, откуда оно взялось и можем ли мы что-то с этим сделать. Это такое советское сверхъестественное. Ровно так, да. Или секретные материалы. И оно тоже. И SCP, и какие-нибудь еще там всякие такие. А что делать надо? Слушай, мы перемещаемся по карте, собственно, европейской части СССР, выполняем квесты на то, чтобы отдать где-то документы, отдать какие-то грузы определенные, проходить проверки, кидаем кубы, это америтрэшевая история, читаем текстики за прохождение квестов и изучаем своего личного персонажа и сценарную историю. Плюс есть легаси-элемент, когда вы буквально с собой домой забираете такую карточку, ксиву вашего персонажа. Вот, и потом можно в другой компании прийти и сказать: я вот качаю этого персонажа, прохожу за него, давайте вместе поиграем, и я продолжу эту прокачку. Это забавно, прям как в The Fighting Guards. А похоже на древний ужас, нет? Я не играл в древний ужас. В ужас Аркхема? Не особо. Она более механистична, здесь меньше каких-то событий происходит, здесь больше на подумать, на кооперацию и жестко почитать свои ходы. Но при этом есть сюжет. Сюжет есть, лор, скорее лор. Нет, ты сказал, что она сценарная, типа сценарий. Да-да-да, то есть раскрывается, что происходит здесь. То есть сюжетная составляющая, здесь редко происходят какие-то события, которые текстово что-то вам говорят. Здесь скорее погружение в мир, то есть вы... Через игровой нарратив. Да-да-да, вы зубами выгрызаете, а что там вообще происходит. Спасибо большое, Юр. Спасибо. Это был Юрий Журавлев. Михаил Александров Я сегодня... Подними ручки вверх. Я сегодня... Не, вот так вот надо. Вот я так сегодня вот. в тамплиерском. Вот так надо, да, вот так. Вот, так и рассказывай. Миш, это один из авторов, Михаил Александров, один из авторов игры «Крестоносцы». Да. Расскажи, пожалуйста, что это такое, потому что я вот, например, судя по тому, что здесь есть, вообще ничего понять не могу. Ты просто смотришь, у меня все сливается, как бы, да. Ты просто смотришь сбоку. Если ты станешь, так сказать, с позиции карты, ты все поймешь. То есть это не та игра, у которой та же игра, только вид сбоку? Нет, это совсем не та игра, только вид сбоку. Это на самом деле офигенная история, как это называется. Тут есть и немножечко евро, и ария мажорити, и ария контроль. Слегка такая присыпана щепоточка америтрэша в некоторых аккуратных условиях. И в целом это отражает ту историческую эпоху, о которой игра «Крестоносцы». Что здесь делать надо? Что здесь нужно делать? Вы являетесь лидером одного из 4 крестоносных государств, и вам нужно стать лучше, чем ваши соперники. Через победные очки, захват территории, распространение христианского влияния, ну и просто навалять вашим оппонентам-сарацинам. Иерусалим брать будем? Да. Но я уже там, я играю за Иерусалим. Ага. А Иерусалим тоже крестоносцы? Конечно. Иерусалим — это крестоносное королевство, захвачено во время крестового похода в 1099 году. Готфрид Бульонский захватил. Сколько играется по времени? Первая игра или потом, когда ты уже... Ну вот на 4, когда ты знаешь второй партии, например. На вторых, когда ты уже играешь вторую партию, то можно сыграть за 2,5 часа. Ну, это такая большая комплексная игра. Безусловно, да, но здесь играется 6 раундов, но есть условия победы, когда можно победить досрочно. Это выбили одного крестоносца вообще с карты, либо вы захватили 4 города, либо вы очень хорошо распространили свое христианское влияние, и ваши епископы находятся в 5 областях. Я вижу, здесь есть какой-то очень необычный компонент. Что это, Миш? Это карточка города.
Собственно говоря, когда вы захватываете город, в данном случае это Алеппо, вы вставляете сюда вашего наместника. Это такая карточка, которая дает вам определенные опции. И здесь на городе отмечается тот или иной уровень. Например, вы построили город, да, у вас изменился уровень города. Вы отмечаете, и у вас видно, что у вас по-прежнему он производит такой ресурс, там 2 монеты, уровень защиты 2 стены, и чтобы его еще раз апгрейдить, вам нужно заплатить 1 дерево. Ну, дерево в базовой игре стоит 1 монету, но у нас есть компания, и у нас есть 3 сценария, плюс базовый пролог. И там варианты игры несколько меняются. У нас есть, не знаю, насколько можно спойлерить. Ну, давайте. Спойлери. Да, спойлеры, к черту. Значит, есть... Его же будут ругать, а не меня, правильно? Да. Есть сценарий. Сценарий пролог. Это стартовая игра, но с некоторыми дополнениями, которые отличаются от базовой. Это используются территориальные особенности карты Леванта, на которой играют игроки. И за счет этого меняется определенная тактическая составляющая. По результатам этой отыгранной партии у вас возникает легкий элемент легаси, потому что вы заканчиваете игру с определенными событиями. Вы выполняли те или иные буллы папские. Ну не легаси, наверное, вы все-таки не рвете карточки, не клеите наклеечки. Слава богу, нет. Поэтому компании. Давай компании. Да, мы отмечаем. Но как? Он компания, но с элементами легаси в том плане, что это мы не рвем ничего, но те события, которые мы получили, то есть вы получаете какой-то титул, вы получаете какие-то там, например... Да, Миша, это называется компания. Ну хорошо. Как людям играть здесь? Ну, нужно спросить людей, наверное. Да, они давно уже играют? Это который ход? Это люди только послушали правила и начинают первый ход играть. Понятно. То есть у этих пока спрашивать можно не спрашивать? Да, абсолютно. Говорит, спроси у этих людей, у которых можно не спрашивать. Ну, спроси у людей, у которых можно не спрашивать. Подойдите через час. Да, понял. Спасибо большое, Миш. Пожалуйста. Удачи. Рад был тебя видеть. Еще одна новинка от Hobby World. Игра настольная, называется Гжель. У нас девушка Гжель. Расскажи, пожалуйста, немножко о том, что это за игра и что в ней надо делать. Это игра, это продолжение серии «Мизень». В этой игре вы так же, как и в «Мизене», собираете композиции на своих планшетах, стараясь собрать как можно больше победных очков. Естественно, побеждает кто более оптимально раскладывал свои жетончики на поле и собрал наилучшие комбинации. В этот раз мы тоже что-нибудь переворачиваем потом? Да, здесь тоже переворачиваются жетончики. Есть сторона с цветочком и сторона с штампиком гжельской фабрики. Это реальные значки, которые ставились мастерами на их изделиях. Жетончик, когда он штампиком, он позволяет делать дополнительные действия. Понятно. Спасибо вам большое. А сейчас мы на стенде Эврикуса, и я честно могу сказать, что вот, блин, ребята, очень крутой стенд. Очень красиво все сделано, огромные стойки с большими красивыми вещами. Стилизованного, конечно, прям ничего особо нету, но зато там есть Fluffy XXL, большая игра. И, в принципе, все сделано очень клево, разбито на зоны. Блин, ребята молодцы своим стендом. Я вот как раз говорю про то, что когда делаете крутое мероприятие, вот это очень круто выглядит. На мой взгляд, прям отлично просто. Сейчас мы попробуем выловить кого-нибудь из Эврикусов, чтобы поговорить с ними о том, что у них новенького на их стенде. Итак, с нами Дмитрий Павлов, руководитель настольного направления издательства «Эврикус». Да, вот так вот помечено. Димка, расскажи, пожалуйста, что у вас здесь интересного, что у вас новенького. И вообще, в принципе, я хотел бы отметить, ну, как я уже сказал, что стенд реально крутой. Спасибо. Старались. Стенд делать старались, игроков давно не было, соскучились, поэтому максимум как-то хотели выделиться, вот, чтобы освещение было. Что у нас тут происходит? Ну, во-первых, у нас скидки 30% на все игры, включая новинки, которые только вышли. Второе, у нас много всякой раздатки на стенде. Например, демо-версии карты Вентуры 2 штуки. 2 штуки демо-версий Следствия. Промо-сценарий для Ультра, который мы специально сделали под игроком. У нас здесь какие-то наклейки, блокноты, мы прям подготовились.
По играм что у вас такого? По играм новинок настолько много, я не знаю, штук 20 новинок. Некоторые из них приехали прямо за неделю до Игрокона. Это, например, Пантикопей, который вышел наконец. У нас прямо отдельный уголочек Пантикопей есть. Море волнуется. Мы думали, это детская игра, будем детям предлагать. Но у нас в квесте на стенде есть такая активность сыграть в «Море волнуется» 5 минут. Так вот, вчера стояла очередь из взрослых людей, которые покупала. Мы сами не ожидали, они такие говорят, да это классная пати-игра для взрослых. Ничего не поняли, будем разбираться. Что это значит? Вообще, игра для детей. От Локи приехали новиночки «Пушистая долина» и «Волчок прячь бачок». Да, это большая версия игры, можете посмотреть. У нас есть небольшая детская зона вот здесь и небольшая детская зона дальше. Там есть метни с кабанчиком и терем-теремок, большие версии игр, в которые можно поиграть. То есть там кабанчик размером, вот его можно в руки взять. Так. Сейчас обязательно сходим посмотрим, да. Там дети играют. Значит, за активность там тоже какие-то призы мы даем. Из новинок Бореаль, Планета 5R, Небула, Амальфи наконец приехала. Ну, морские драконы средние века, это уже... Даже у нас уже обзоры вышли даже, да. Уже даже обзоры вышли. Киклады, конечно же, великие могучие. Ранок с 2 допами приехал. Все его ждали, и вот он, наконец, здесь. Со скидкой, пожалуйста. Игр очень много? Очень много игр, да. Столов очень много у ребят, игр очень много, стенд красивый. Приходите, посмотрите. И еще подсветочка здесь такая тоже очень приятная. Спасибо тебе большое, Дим. Ну и поскольку мы не обходим ни одну отечественную новинку от наших авторов, стараемся, по крайней мере, не обойти их здесь на Игроконе, то нам сейчас расскажут про игру от Жени Петрова, которая называется «Пантикопей». Дима вкратце рассказывал про нее у нас на фестивале издателей. Сейчас вот нам Юля расскажет про нее немножко подробнее. Юль, держи. Всем привет! Собственно, Пантикопей – это настольная игра о том, как начинающие строители, архитекторы приезжают отстраивать новую столицу, город Пантикопей. Город у нас находится на холмах, на возвышенностях, и, соответственно, к концу игры, скорее всего, у вас получится что-то вот подобное по строению. То есть у вас такой многоуровневый, многослойный город, точнее, холм получится, на котором будут расположены различные здания. Всего их 5 видов, так же, как и ресурсов. Ресурсы совпадают по цветам с зданиями. Подробнее о каждом здании сейчас расскажу. Значит, первое, что у вас получится, это вот такой вот рынок будет у нас из тайлов и жетончик Таврид. Юр, можешь положить, пожалуйста, его чуть-чуть поближе в какой-нибудь из рядов? Давай куда-нибудь сюда. Значит, каждый раунд в свой ход игрок будет сначала собирать один из 3 тайлов рядом с триремой. Затем он будет добавлять его в свой город, либо на первый уровень, касаясь ранее выложенных тайлов, либо, если позволяет надстройка, он может на нее сверху класть новые тайлы. Вот. После чего он выставляет указанный ресурс, то есть в данном случае, Юр, можешь подать мне, пожалуйста, 3 рыженьких кубика? Угу. Выставляем ресурсы. Далее, если у нас есть свободные человечки, мы можем с помощью них забирать ресурсы. Затем мы либо за ресурсы соответствующего цвета и в нужном количестве строим новые здания, либо мы и продвигаемся по, собственно, трекам развития, либо мы можем продавать уже имеющиеся ресурсы и получать за это и деньги, и небольшое продвижение по трекам, либо мы можем получать 2 монетки или один и любой ресурс на выбор. Цель наша построить как можно более высокий холм и поставить на него домики, правильно понимаю? За счет этого вы будете лучше двигаться будете по трекам развития и получать победные очки в итоге. С одной стороны, можно строить очень высокий холм, ну, точнее, да, холм, и некоторые здания как раз именно на этом завязаны, чтобы за каждый уровень получать победные очки. Но также есть здания, которые позволяют вам строить, наоборот, город немножко вширь и за это тоже получать победные очки. Также есть момент, например, на некоторых жетонах есть символ засухи, вот такой. Он в конце, если остался видимым, то
отнимает у игрока победные очки, но у нас есть также и прекрасные издания в виде вот таких вот акведуков, которые, наоборот, позволяют, если вы продвинулись достаточно по треку развития, минусы превратить в плюсы. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое, было очень интересно. Мы идем дальше. Ну и добрались мы до стиля жизни. У них ходит лис, который коварный, это их флагман. Плюс, соответственно, здесь можно найти большое количество детских игр. Стенд, кстати, тоже очень красивый, тоже такой в эссенском стиле, с подсветочкой, со всякими прикольными штуками. И большие игры есть, и фотозона с принцессами. Давайте пробежимся немножко, посмотрим, что здесь интересного. Там вот есть подушки с привидениями. Фотозона, можно здесь сфотографироваться таким. И Кортекс, смотрите, гигантский. Вы же знаете, что, да, что это типа игра, в которую надо иной раз щупать. И вот она на больших картах, вон она, гладенький нос гладенький. Клубничка с пупырышками. Эта игра такая, в принципе, на картах вся полностью есть. Вот я поймал Ивана, как я хотел кого-то поймать. Ваня, скажи, пожалуйста, что у вас здесь новенького, что у вас интересно на вашем стенде? У нас основной акцент, наверное, на наши хиты. Вот. Ну, в принципе, последние новиночки. И на такую семейную аудиторию, детскую, мало гиковских игр. И турниры. Турниры у нас собирают прям много человек. Они у нас по 1000 штук в день. Вот. Ну, собственно, вот наши акценты. А что турнирите? Турниры мы, опять же, классику в основном. Кортекс, Доболь из детских игр, смешанный лес из более взрослых гиковских игр. Сейчас вот новые родители, разумеется, у нас были, которые мы каждый год проводим и на каждом игроконе проводили. Румикуб. Понятно, прикольненько. А что из новинок у вас есть, можно посмотреть или там приобрести? Приобрести у нас, к сожалению, немного всего можно. Мы продаемся в магазине Hobby Games. У нас своих продаж здесь нету. И из новиночек, в принципе, мы все анонсированы, прям супер новинок нету. Из последнего гиковского, например, Брюссель, Просветление, из детских игр. Тоже можно попробовать поиграть прямо здесь, да? Да, есть. Вот, люди играют постоянно. Из детского что у нас есть? Отражалки, например. Кстати, интересно было посмотреть, да. Да, они есть здесь, прям вот самого свежего. Чудо-дерево, рыбки-обводилки. Ну, вот, как примеры. Понятно. Спасибо большое, Вань. Пожалуйста. Давайте, у вас хороший стенд, нам понравилось, очень красиво все сделано. А вот это невменяемая огромная очередь на парочку часов стоит туда, где можно сфотографироваться с ведущим Утопии шоу. Вон там в конце его можно посмотреть. А еще здесь наш Макс ходит с какой-то девушкой-пивочкой. Помаши ручкой. Известный чувак, кстати, очень. С ним люди фотографируются, ходят здесь на игроконе. Тут какое-то бешеное скопление людей, которые показывают вам видео про настольные игры на каналах различных. Я думаю, все их лица вы знаете, некоторых не знаю даже я. Но вам, ребята, гораздо виднее. Саш, расскажи, пожалуйста, как тебе игрокон? Все супер. Немногословно. Рома, давай, в 4 слова. Окей. Вообще ничего не успеваю. Хорошо, Наташа. Отлично. Даже нашла одного нового издателя для себя. Нового издателя для себя. Я на канале Geek Media. Мама, я в телевизоре, да. Что сказать, самое главное? Крис.
Давай, вот ты здесь Короче, самый... Вот, да, самая разговорчивая. да? и ты в пиджаке, поэтому как бы ты должна сказать побольше слов. Давай. Договорились. Хорошо, рассказываю. Короче, здесь очень много людей, разные зоны. Мне все очень нравится. В каких-то зонах шумно, поэтому приходится сейчас даже чуть громко разговаривать. А фактически очень много людей и очень радует концентрация настольщиков. Короче, круто. Спасибо Hobby Games за такое мероприятие. Hobby World. Да, и знаешь, прикольный момент в том, что я вот, например, после Games Day ругался, типа, на то, что, блин, стенды какие-то невзрачные, не то, а здесь прям такие стенды красивые сделали. Я прям такой, кайф. Отлично, мы приехали сюда из Минска специально на этот игрокон. Для меня это первое мероприятие, это очень весело, очень здорово. Здорово, что игрокон снова с нами. Здорово, что здесь много-много людей собралось, как настольщиков, так и не настольщиков, косплееров дофига, и это очень круто на самом деле. Итак, а здесь у нас второй зал. Во второй половине дня, к вечеру ближе, мы к нему уже добрались. Здесь всякие прикольные штуки. Куча цифровых игр, различных инди-разработок, те, которые уже есть в Steam и так далее. Авторы и издатели их показывают. И с ними можно познакомиться, попробовать поиграть в них. Вон там можно стать героем мира фантастики. Прямо на обложку себя сфотографировать. Пойдемте смотреть, что есть. Я знаю точно, что здесь есть студия 101, и они здесь где-то прямо близко должны находиться. Сейчас мы обязательно попробуем. Во, я вижу рыжую голову Лёши Черняка. Пойдемте быстрее. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Хима. Здравствуйте. Ну, Леша, вы знаете, по нашим стримам, великолепным, ржачным, абсолютно по воскрешению и женению личей. Да. Женению, воскрешению и опять... Так что новенького? Остров Ктулху. Что это? Остров Ктулху. Короче, мы решили написать игру специально для игрокона Остров Ктулху. В чем ее одна из главных фишек? Это игра, вы ее сейчас видите. Это настольная ролевая игра целиком. На ширме. На ширме. Внутри ширмы бланки персонажей, соответственно, с красивым изображением персонажа, его описанием и вот этим вот всем. Правила. Это все правила. Памятка. Это вся памятка. Это вся памятка. И, собственно, красивая, восхитительная ширма с Ктулху непосредственно и островом, а внутри, собственно, конструктор сюжета. Я понял. Это классический Ктулху, это 30-е годы 20 века. Это остров Ябелдор около Англии, в котором действительно есть, были, собственно, сгоревшие там пансионат и прочее, проводились разные богемные вечеринки, и ваши персонажи прибывают туда, чтобы узнать, что же там произошло. Это игра на 1-2, максимум 3 встречи, полностью закончена, но при этом с высокой реиграбельностью, потому что благодаря конструктору внутри ты можешь сделать рандомный сюжет. Вам понадобится только, только кубики D6 и больше ничего. Собственно, был запрос на то, чтобы сделать максимально такого олдскульного Ктулху, и при этом, чтобы это была полноценная небольшая игра. И вот мы решили в рамках такого вызова себе на этот игрокон для людей, которые не очень знакомы, может быть, с настольно-ролевыми играми, им, тяжело начинать с, с нескольких томов, и так далее, да, но при этом хочется, уже что-то красивое, тогда мы решили сделать такой продукт. Прикольненько. То есть вообще очень здорово, что к игрокону авторы готовят, издатели готовят новиночки прямо. Здорово, что вышло и у вас. А ее можно поиграть на игротеке ролевой здесь? Нет, к сожалению. К сожалению, нельзя. Ты спросишь, почему? Давай спрошу, почему. Раз что ты задаешь наводящие вопросы на вопросы. Черт, на самом деле, к сожалению, потому что это отдельные договоренности с игроконом, которые не так просто достичь. Понятно. А у вас тоже поиграть негде, да? Да, у нас. Но мы можем сесть поиграть где-то отдельно. Мы можем сесть где-то поиграть отдельно. Или, собственно, можно его выиграть, например, на наших викторинах. Мы 3 раза в день проводим конкурс на знание Лавкрафта. Мы придумали 100 вопросов, собираем здесь толпу, ставим тут динамичек, с микрофоном и говорим ребята, а как вы думаете, Лавкрафт в каком произведении? Варианты ответов. Ну и кто наберет большее количество очков, побеждает. Кайф, можно выиграть Ктулху. Да. Здорово, спасибо, Леш. Пожалуйста. Удачи вам и хороших продаж. Спасибо.
Итак, а сейчас мы находимся на аллее авторов. Здесь различные художники, комиксисты и авторы выставляют свои работы. Вот это человек, его зовут Владимир Лопатин. И вы его знаете как иллюстратора таких игр, как «Драконоборцы», «Изнанка» и «Большая бродилка» как минимум. Володя, расскажи, пожалуйста, про свою работу. Как вот ты скатился до жизни такой, и почему ты стал иллюстрировать настольные игры? И чем ты занимался до этого, и, в принципе, что ты иллюстрируешь еще, кроме них? По образованию я повар-кондитер. Я всегда очень любил рисовать и много лет потратил на комикс-индустрию. Как ты говоришь, что рисуют комиксы. Я, наверное, 15 лет посвятил комикс-индустрии, но всегда любил играть в настольные игры. И когда мне предложили, а не хочешь ты поиллюстрировать настольные игры, я такой, а почему бы и нет? Так появились первые игры, иллюстрированные мной. Это от Gaga Games, вот как раз «Бродилка» и «Печенька». И в какой-то момент я, наверное, немножко отошел от комиксов, мне хотелось поэкспериментировать, найти другой формат. И настольные игры, так как любовь с детства, я начал свои какие-то проектировать. И благодаря фестивалю Граникон, собственно, мои какие-то идеи и мысли формировались и получились крутые настолки, на мой взгляд, крутые. Возможно, кто-то поспорит, но они мне нравятся. И, конечно же, я с безумным удовольствием рисую, иллюстрирую игры. Сейчас еще несколько в этом году, я надеюсь, выйдут с моими иллюстрациями. В общем, это долго, тяжело, муторно, но весело. Скажи, пожалуйста, вот есть интересный момент, я общался с иллюстраторами зарубежными, в том числе по настольным играм, и они говорят, что очень сложная вещь — это как раз подготовить, например, иконографику и сделать так, чтобы она вписывалась в твои рисунки, в твои иллюстрации, и при этом была понятной. Вот у тебя есть такие ощущения, и что ты считаешь самым сложным в иллюстрировании настольной игры в принципе? Наверное, иконографика — это уже немножко другое, это уже дизайн. И я знаю, что есть даже специальные студии, которые работают именно над дизайном карт, всяких монеток, жетончиков и прочих, чтобы иконографика была крутая. И они уже подстраиваются под стиль художника. У меня никаких проблем не было ни с одной игрой. И я даже с точки зрения изнанки мне присылали потрясающе классное ТЗ, с которым было великолепно легко работать. И все, что я рисовал, правок было очень мало, и мне кажется, все получилось отлично. Но рисование иллюстраций, наполнение, рисование коробки, рисование элементов для карточек — это совсем разные профессии должны быть, потому что одному тянуть это все тяжело. Вот, например, над изнанкой изначальную иконографику делала приглашенная студия, я сейчас не вспомню ее, и с их наработками я уже работал. Как видишь, обложку рисовал не я, это делал художник Дима Федоров, я рисовал внутренность и переделал вот как раз... Но ему удалось немного твой стиль так сохранить. Это потрясающе, что Дима прям попадает в персонажей, делает их яркими, веселыми, как и студия, которая делала промо-ролик. Они тоже попали под стилистику, и я как художник, который был на старте этого проекта, такой, классно, 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 как они круто это все делают. Хочешь, тебе тоже интересную историю расскажу? Мы же когда делаем обложку для видео, у нас все время каким-то образом стилизуем ведущего. И вот наш Макс перерисовал персонажа из изнанки под меня, и тоже был похож, тоже попал. Сегодня 2 раза спрашивали, не я ли рисовал тебя для заставки. Я говорю, не-не-не, это не я. Говорит, а так попали в стиль. Спасибо тебе. Володь, спасибо тебе большое, замечательная иллюстрация, мне очень нравится. Скажи, пожалуйста, тебе из изнанки, вот персонаж, который ты иллюстрировал, какой больше всего нравится? Камнекрат. Камнекрат. Да, прям это такой унылый дяденька, у которого есть миссия, и я его люблю больше всего. Спасибо тебе большое. Спасибо. Успехов тебе, удачи и в играх, которые ты делаешь сам. Да, и тебе тоже. Для меня Дракон далеко не первый. Но здесь очень круто. Главный зала, целый зал по настолке. И мы сегодня с утра успели настолько его. То есть, слушай, несмотря на то, что много интересно. Ребята, ходите, играйте, там очень много всего классного дают, показывают. Можно просто попробовать, все потрогать и даже, в принципе, тоже себе с собой унести. Наш фестиваль становится больше, все круче, и это прекрасно. Приходите, играйте и кайфуйте!
игра, после которой вы пришли в настольное хобби. Катан? Сумерки Империи. Неплохо. Мистика. Серьезно? Magic the Gathering. Magic the Gathering. Древний ужас. Властелин колец. Ницца. Каркасон. Каркасон. Манчкин. Манчкин. Шакал. Итак, сейчас со мной Константин Комаров. Я теперь даже не знаю, в каком ты здесь статусе. Я в статусе директора бизнес-девелопмента компании «Звезда». Итак, что вы здесь показываете сегодня? Сегодня «Звезда», как я понял, там совсем немножко настольных игр, но очень много моделей. Да, на самом деле, после того, как мы интегрировались в холдинг, у нас произошла некая фокусировка больше компаний на моделях, так как это всегда был наш основной бизнес, то настольные игры мы решили, что их отлично покажут и на других стендах, и они будут присутствовать во всех магазинах нашего холдинга. Поэтому демо-зона для настолок у нас там только новинки, вот свежайшие, которые вышли буквально там неделю назад. А основная часть стенда, она у нас посвящена сборным моделям. Мы решили воспользоваться тем, что такой большой фестиваль про различные хобби, и никогда не были представлены сборные модели. Это отличный способ ввести в людей в это хобби. Поэтому у нас здесь большая демо-зона, которая работала все 3 дня фестиваля. Вот сейчас, видите, уже пустые столы, потому что люди отработали. То есть у нас закончился материал для проведения мастер-классов. Каждая в зоне, она была оборудована тематически под разный возраст, под разный уровень подготовки. Соответственно, в каждой зоне есть инструктор, мастер своего дела, педагог, который может рассказать абсолютно новичку, который пришел в это хобби, как это делать, да, Что у вас прям крутого, типа, есть на стенде, что, то есть, вот прям, что, знаешь, вот, типа, приходит моделист и сразу такой, «А-а-а!» Крутого? Ну, смотрите. Я для себя нашел Star Destroyer. Мастер-класс, это, если говорить про продукцию, это одно. На самом деле, самое крутое было, у нас была трансляция, когда один из лучших моделистов страны, да, который работает в нашей компании, он проводил живую трансляцию по работе с аэрографом, профессионально показывал, как красить модель, да, и это можно было посмотреть, постоять прям вживую, да, что увидеть, что это не боги горшки обжигают, это всем доступно, и при должном усидчивости, упорности ты сам можешь прийти к такому уровню мастерства, вот, который показывал наш специалист. Это все потом мы выложим в сеть, можно будет посмотреть, для тех, кто пропустил, будет целый блок трансляций, как там какой-нибудь самолет с базы, да, выкрашивается прям по всем масочкам, все проливочки, заливочки. У нас есть куча красивых, интересных диорам, что можно посмотреть, что это не просто стендовый моделизм, это еще и простор для творчества, что если вы включите свою фантазию, вы всегда можете там создать интерьер, какую-то историю, да. Ну и как бы вся продукция «Звезды» сейчас вот получается, что мы продаем моделей больше, чем настольных игр. У нас модели уходят, как горячие пирожки. Люди возвращаются из зоны, где проводился мастер-класс, и прямо идут сразу на кассы и говорят, я хочу попробовать вот эту модель, вот это, что-то посложнее. Мне это понравилось. Прикольно, прикольно, просто, да. Я хочу посложнее, я хочу уже сборку с клеем, да, хочу с красками. Это очень интересно, то, что люди вовлекаются, и мне кажется, что вот мы поздно сделали, да, надо было раньше выходить на игроков. Углубляем хобби в другие стороны. Да. Спасибо большое, Кость. Да, не за что. Давай, рад тебя видеть. Взаимно. С нами Михаил Акулов, генеральный директор Хобби Волк и как раз организатор всего вот этого вот великолепия. Миш, несколько вопросов сразу. Вопрос один, и самый важный. Для кого и для чего нужен игрокон? Слушай, ну он нужен для людей. Вот, потому что один я столько денег не потяну, если для меня. Вот. Ну смотри, народу было много, несмотря на то, что у нас было 5 лет перерыва, да, и народ отвык, что такая выставка, как это клево. Всем понравилось. Ну, всем, знаешь, как это обычно, устроителям нравится, когда вообще толпа. А всем понравилось, что можно было поиграть и по коридорам ходить, да, потому что в Сокольниках мы достигли тогда уровня S по плотности населения на квадратный дюйм точно. И рад, очень много новых лиц, очень много. Давай так, смотри, вот 5 лет игрокона не было, тогда просто он постепенно нарастал, и был прям вот пик вот, как ты сказал, сам толпы. Насколько хорошо и качественно он, по-твоему, вернулся с точки зрения интереса аудитории? И как ты считаешь, будет ли он расти в дальнейшем, и вообще будут ли дальше игроконы? Слушай, смотри, если мы найдем другую площадку, а не Крокус, то обязательно будут.
Если не найдем, то не будет. Вот честно скажу, в Кроксе я никогда в жизни больше ничего делать не буду, потому что это ад. Вернулся достойно очень. Эти вещи нужно... Слушай, ну как бы людям нравится. Смотри, люди приходят с удовольствием. Я отрицательного не видел. Ну там мне некоторые мои любимые знакомые друзья присылают эту очередь, но, например, в гардероб у нас есть четкая нелюбовь к очередям. Я сам ненавижу очереди. Я когда вот это вот увидел, она, слава богу, очень быстро рассасывается, но я когда это увидел, я был в шоке. Поэтому я не могу в очереди стоять, просто сам физически. Мне нужно вот все и сразу. В чем про гардероб? Да, про настолки. Вот я тоже когда ушел, куда-то ушли в гардеробы. Слушай, я как в организации. Да, я с тобой хотел поговорить как раз про другое. Я вот хотел похвалить, что много новинок. Это прям клево. Люди готовились к игрокону, получается, и так. По играм что? Как считаешь, насыщенно было по играм? Понравилось ли тебе самому? Ты ходил же немножко по залам. Насколько люди увлечены? Слушай, люди увлечены, людям нравится. Столы были заняты. Можно было найти свободную. То есть не надо было час стоять в очереди, чтобы найти. Ближе к вечеру побольше. Я вчера, например, очень много людей не хотело уходить. Но, к сожалению, опять же, площадка работает до определенного времени, и мы обязаны выгнать всех. Да, это была большая проблема. До 6 самим уходить не хотелось. Да. Скажи, будут ли дальше игроконы? Я же тебе сказал, если мы найдем другую площадку, то обязательно будут. Ну, то есть вы ее ищете прямо? Да, мы ищем. Да, слушай, мы ее и до этого искали. Это проблема в Москве, это проблема площадок. Потому что многие площадки мы переросли, часть площадок закрыта там на ковид, кто на что, по-прежнему на ковид закрыты площадки, часть закрылась на реконструкцию, и все, и вот тебе монополист, по сути. Ты сам доволен тем, как люди подготовились к игроку? Например, то есть те, которые не входят в холдинг Hobby World, например, там Crowd Games, Evericus. Да, мне очень нравится, как и афиша сделали, как сделали. Слушай, и как бы, тоже у ребят больших консумерских выставок в России не были. На Эссене сейчас в последнее время не так много народу с большими стендами, поэтому ребятам тоже нужно было возобновить, какие-то организационные вопросы сделать. Поэтому, видишь, пятница такой как бы рабочий день, но пятница такой вот. Мы думали, что мы будем тоже двигаться в сторону Бутни, чтобы как Эссен расширить, но пока все-таки, то, что я вижу, все-таки, наверное, народ не готов. Но пятница до 6, извини, даже я не приехал. Да, но там как бы все равно нужно было минимально выбирать. Ребята молодцы, я уже в видео в этом, в которое сейчас попадет твое интервью, уже рассказал, что мне очень понравилось, как были сделаны стенды, там для черной книги, в том числе для изнанки, что уровень подготовки очень классный. Так что поздравляю вас. Мне кажется, очень хорошее мероприятие, несмотря на то, что тебе там кто-то мог бы что-то говорить. Спасибо большое, Миш. Мне ничего, кроме гардероба. Опять гардероба. Никто ничего пока не говорит. Всем нравится, я говорю. Всем очень нравится, всем комфортно. Вот. Отлично. Спасибо большое. Да, спасибо. Я надеюсь, я останусь единственным человеком, которому выставка не очень нравится. Давай, спасибо. Ребят, спасибо, что приходите. Спасибо, что играете на настолке. Вам спасибо большое. Зал, в нем много всего. Этот зал по мерчу. Кстати, да, вот у нас теперь тоже есть классная штука. И с учетом того, что в ней не так много правил, я, возможно, до нее даже доберусь и поиграю. Смотрите, куча мерча фандомного, анимешный мерч, там фанка есть, там классный бюст Бэтмена есть. Там, куча всего различного и разнообразного. Компьютерные игры, в которых мы понимаем гораздо меньше, чем в настольных, поэтому вряд ли мы будем показывать вам их более конкретно. Но, тем не менее, даже если вы не фанат настолок, но фанат всякой поп-культуры, компьютерных игр и различных развлечений в виде аниме, сериалов и все остальное, вам будет чем заняться на игроконе, посмотреть, поиграть. Вот смотрите, вот здесь вот прям конкретно комиксы Bubble, огромный стенд, там Майор Гром. Сами комиксы можно посмотреть у ребят на стенде, приобрести, купить, посмотреть, почитать. На игроконе очень много всего, и во втором зале тоже, несмотря на то, что он меньше связан с настолками, чем первый. И, возможно, если вы пришли именно сюда развлечься, а мало знаете о настолках, то вы пойдете в этот зал сначала, но обязательно посетите второй, как я сказал, когда мы были на сцене. Там вас обучат, покажут и обогреют. И, наверное, на этом мы закончим свой репортаж с игрокона на сегодня. Ребята, большое всем спасибо, кто смотрел это видео. Поставьте нам лайки, нам это очень важно. С вами был Юра. За камерой сегодня были Женя и Максим. И вы смотрели Geek Media, ребятки. Всем пока.